молили Бога, чтобы кончился ветер. Почему на Эвересте не было девушки-казашки никогда? У меня зарплата была 5000 тенге. Жмиля, у нас есть место в Антарктиду, ты не хочешь? Каждый должен делать свою работу. Я поднимаю на вершину Корт, профукала в своих горах 2 квартиры. Ты как туда пойдешь? Это такой гигант. Я родилась вообще в деревне под Семипалатинском тогда еще. Детство, как у всех. Единственное, я вообще не занималась спортом. У меня нет абсолютно никакого спортивного бэкграунда. Я хотела очень ходить на класс фортепиано, но у нас в деревне фортепиано, к сожалению, не преподавали. И я ходила в кружок по туризму, но что-то такое спортивное, тяжелое для меня очень тяжело давалось. Вот всю свою сознательную жизнь до 41 года самое спортивное у меня была йога. И после уже 11 класса я хотела, опять же таки, поступать на экономический, но там был такой конкурс, и сразу сказали, взятку нужно. Я сказала папе, нет, мы не будем давать взятки. И я пошла там, где меньше конкурс, но при этом точные науки, то есть математика, физика, химия. Сразу после университета я переехала в Алматы и пришла в компанию «Фудмастер». Вот, начинала с низов, начинала с ученика-технолога. У меня зарплата была 5000 тенге. Это был 2001 год. Ты приходишь на завод, ты абсолютно молодой специалист, и сидят тетки, которые абсолютно не хотят тебя учить. И они такие говорят, все, иди. И я до сих пор помню, как я плакала за молоковозами первые, не знаю, месяца 2. Я реально стояла и плакала. Вот стану за молоковоз и плачу. И говорила, я вам не дамся. Я все равно вам не дамся. Я буду руководить вами. И через полгода я стала начальником смены. У меня в подчинении было больше 120 человек. И вот эти тетки подчинялись мне. На самом деле, да, я очень благодарна руководителю, владельцу компании, который, когда я ему рассказала про свое новое увлечение, что я хочу ходить в горы, что они меня отпускают так надолго. Во время пандемии нас закрыли на 2 месяца. Мы 2 месяца сидели дома. Помните, у нас был карантин, да? Что такое было? А потом в июне месяце открыли первые рейсы по Казахстану. Работа у меня условно дистанционная. И вот я так каждый раз приезжала. И вот в один из таких приездов мне мой хороший друг сказал, слушай, а что мы, говорит, вот там в городе все закрыто. Говорит, а давай сходим, говорит, секретными тропами на Кокжаляу. Через Казачку, знаете, там была секретная тропа. Вот. Можно это вырезать, чтобы никому не рассказывать. Я еще у него спросила, а сколько идти? Он говорит, часа 2 вообще, так. Я говорю, я вообще смогу сделать? Он такой, мы с тобой пойдем по-тихому, как бы. Я думаю, что да. Мы дошли за 4 часа. Я помню, я сказала, все, мы на качелях. Помните, там вот это сердечко, да? Я говорю, все, я больше никуда не ногой, мне это вообще не нравится, я так устала. А когда вот уже домой пришла, вернулась, спустились мы, я такая думаю, что-то мне как-то интересно, давай еще схожу. Я привлекла подружку свою, мы начали с ней ходить. Там Аюсай, Алмар-асан, то есть Горельник, вот такие вот хайкинг такой вот прям. В 2021 году, в начале года, мне позвонила сестра. Она занималась горами еще с 2006 года. Они с мужем ходили на Килиманджаро, на Эльбрус. А у них была цель 7 вершин проект. Потом у них было рождение детей, и как бы они это все забросили. Из-за детей, естественно. Она мне звонит и говорит, я решила, что я буду продолжать свой проект 7 вершин. Муж отказывается. Говорит, что он уже все, не в том возрасте, у него другая ответственность, дети. А я решила продолжить. Я иду на Аконкагуа. Я говорю, где это? Она говорит, Южная Америка. Я говорю, какая высота? Она говорит, почти 7000. Я говорю, я с тобой. Она говорит, ты уверена? Я говорю, дойду, не дойду. Съезжу, посмотрю другую страну. Посмотрю вообще весь этот вайб. Это же интересно.
Я начала готовиться. Я поняла, что мне нужно прекратить заниматься вот этим хайкингом, нужно уже хоть куда-то сходить, там, 3000, да? Я нашла компанию, которая ведет там минимум двухдневный поход. Горный клуб, Егор Дьяченко. Вот. У него был поход на 28 панфиловцев. Двухдневный, с ночевкой в Туюксу. Я привлекла свою подружку, сказала, ты мне должна помочь, ну вот, как-то разделить мои страдания и лишения. Пошли со мной. И там я познакомилась со вторым гидом, нас было очень много. Я познакомилась со вторым гидом Лешей Криворучко. У меня даже у подруги было где-то фото, где она посылала своей дочери, типа, Жамиля в страданиях и лишениях. У меня был просто шок в вагончике, в страшном каком-то грязном. И я такая сижу, миллион людей, нельзя не почистить зубы, не помыть руки. Я просто в таком... Ну, понимаете, у меня еще работа связана с такой стерильностью, да? И я просто в каком-то таком... Просто мой шок был в шоке, как я люблю говорить. Я помню, мы шли, мне было так тяжело на Альпинграде. Вначале я шла с Егором, и он мне все время говорил, ты просто иди за мной и смотри, ну, там, мои ноги, да, рассматривай там. Я рассмотрела все его носки, все его ботинки. И вот, кстати, я до сих пор это делаю. То есть, если я иду за кем-то, я рассматриваю полностью все, я изучаю рисунок, там, не знаю, на штанах. Я просто как бы так в какой-то такой медитации и иду и смотрю потихоньку, смотрю на шаг, на темп. И вот на самом деле это помогает. И нам оставалось, знаете, 150 где-то метров до вершины. Я просто села и сказала, я не пойду никуда. Я никуда не пойду. А подошел Леша, говорит, Жамиля, говорит, ну, нам осталось 150 метров. Ты должна взойти. Ты там 2 дня уже идешь, ты должна взойти. Я говорю, никуда не пойду. Все, идите сходите, я здесь вас подожду. И подошла моя подруга и говорит, ты что, с ума сошла? Мы 17 000 заплатили. Встала и пошла. Я говорю, я не пойду никуда. Я тебе отдам твои 17 000, я никуда не пойду. И Леша мне говорит, давай, говорит, я возьму твой рюкзак, и ты пойдешь. Потихоньку, но мы пойдем. Ты должна взойти, погода хорошая. Ты как бы дошла уже практически. И вот он взял мой рюкзак, и я пошла. И на самом деле вот до сих пор это единственная гора, на которую я зашла в слезах. И когда меня спрашивают, какая у вас была самая тяжелая гора, я говорю, пик 28 панфиловцев. Вот с него все началось. Вот в этом походе я познакомилась с Лешей, я поняла, что мы вот прям матчим друг другу. И я начала с ним ходить. То есть когда-то это были индивидуальные, прям, то есть я приезжала, заранее договаривалась, и то есть в будний день он со мной ходил. Вдвоем, мы в двойке ходили. Если это был выходной, то, естественно, была группа. Он говорит, Жамиля, у меня есть группа, которую я все время вожу, говорит, пошли с нами. Так я познакомилась со многими людьми, с которыми до сих пор дружу. И я Леше сразу поставила задачу, Леш, говорю, мне нужно в январе поехать на Аконкагуа. Он говорит, это 7 000, Жамиль. Я говорю, я понимаю. Он говорит, ну давай хотя бы, говорит, на советы сходим. Я говорю, Леш, на советы время нет. Там лучше там 3 трехтысячника, чем там сходить на совет. Но мне так удобнее было, так как я здесь не живу. И он как-то поверил в меня. Мы начали с ним ходить. В январе я поехала на Аконкагуа. И так получилось, что в этой группе я поехала с компанией «7 вершин». И один из гидов был Валера Мясоедов, который очень хорошо по Ленина знает Лешу Криворучко. И когда я приехала, и Валер такой говорит, какая самая максимальная высота была? Я говорю, 430. И ты сразу на 7 000? Я говорю, ну да. Он такой говорит, ну, типа, ну дерзко. Я говорю, ну, Валер, ну дойду, не дойду, посмотрю, докуда дойду. Как бы дело же не в этом.
Дело в том, чтобы вообще себя попробовать. Вот он говорит, ну окей, хорошо. Но мы тогда не сходили, мы дошли до 6200. У нас умер участник в группе, и мы всей группой приняли решение развернуться. Но мы закрыли потом его в 23-м году. И после Конкагуа в 22-м у меня был намечен Эльбрус в июне на свой день рождения. И Леша мне очень много рассказывал про Ленина. Очень много. Вот сколько мы ходили, он мне все время рассказывал про Ленина, как какая-то красивая гора, как там вообще все замечательно. Какой ты опыт можешь получить с Ленина, огромный, да? И я такая говорю, Леша, а ты возьмешь меня на Ленина? Он такой говорит, ну возьму. Я говорю, ну давай так, договоримся, что вот, ну, дойду, не дойду, как бы я тебя обвинять не буду. И в июне я сходила 22-го на Эльбрус, а в июле 22-го я поехала на Ленина через месяц. И после этой горы Леша мне сказал, Жамиля, у тебя очень хорошая переносимость горной высоты. Тебе нужно ходить в высокие горы. Ты ни один раз не пожаловался, у тебя не заболела голова. Если вы были на Ленина, да, Ленина — это трушный семитысячник, который я всем советую. Он близко, он дешевый, да, в отличие от Аконкагуа. Ну, Аконкагуа не трушный семитысячник. Его притянули. Там не хватает немножко. Вот. И плюс на Ленина, там же очень долго идешь на высоте 7000, почти 6900, 7000. То есть ты обходишь гору, заходишь вовнутрь, это плата парашютистов, да, и идешь до вершины. То есть я ее называю лакмусовой бумажкой на высоту именно. Но когда я приехала на Ленина и посмотрела на этот весь массив с Луковой поляны, у меня была такая мысль, ты что здесь делаешь? Ты вообще зачем? Ты как туда пойдешь? Это такой гигант. Но на самом деле это гигант, да? Когда на него смотришь, это массивная большая гора. Это я еще не понимала, что я вершины не вижу. Что я вижу только стену, за которую надо зайти, и только там еще через часа 4 будет вершина. В акклиматизации у нас была так себе, не айс погода, а на штурм прям была отличная погода. Я сходила в пуховке, в легкой, в такой тонкой, и в тонких пуховых штанах. И я после Ленина я поняла, что я смогу сходить на Эверест. И я должна к этому готовиться. Я начала готовиться. Я Леша, опять же таки, просила, говорю, Леш, можешь меня потренировать? Ну, как бы он азы дал для Ленина, да, там спуск, подъем на Жумаре, да, там одну стенку проходишь, хождение в связках, ну это азы. Я понимала, что для Эвереста, да, это вообще ничего. Вот, я говорю, Леш, ты меня можешь научить? Он говорит, я этому не учу. Есть специально обученные люди, которые вот этому учат. И так я попала к Саше Сафрыгину. Я написала ему, говорю, можно я потренируюсь с вами, вы меня всему научите. Я начала тренироваться с Сашей Сафрыгиным, записалась на Хантенгри в экспедицию. В августе 23-го была попытка штурма, ну как бы не штурма, сходить на Хантенгри, но после акклиматизации мы решили закончить экспедицию. У нас были небольшие, если мягко сказать, небольшие такие разногласия с гидами, и нас 5 человек сразу снялась с экспедиции. А у нас было недопонимание с гидами, то есть гиды нас, ну, условно, бросили всю группу на веревках, когда мы шли в акклиматизацию во второй лагерь. Но я считаю, что с коммерческой группой, не со спортивной, так не делается. И когда 3 гида и 9 участников, и когда ты приходишь в лагерь, и гиды вообще не переживают, где ты была, я им говорю, а вы что здесь сидите, там еще 2 на веревках? Они такие, ну ничего страшного, дойдут. И я когда пришла во второй лагерь, мальчишки такие мне говорят, мы не идем в штурмовой выход. Я говорю, почему? Вы что, классно, говорю, дошли так быстро, ну, условно быстро, там за 7 часов. Они говорят, нет, мы не пойдем. Мне один мальчик сказал,
Знаешь, говорит, я поднимусь, говорит, но я могу не спуститься, говорит, у меня 2 детей. Я ответственна не только за себя, я ответственна за них. Так, давайте, говорю, господа, давайте сразу не решать. Сейчас придем, помоемся, выпьем пиво. И тогда, говорю, решим, идем мы в штурмовой или нет. В любом случае мы будем ждать погоду. Это, как минимум 2-3 дня. Там решим все. Мужчины же очень быстро сдаются, да, им все надоело, они все, на следующий год приедем. Женщины, они же более такие, терпеливые. Вот. Да, я тоже устала, да, мне не нравится поведение гидов, но надо спуститься с ними, поговорить, все обсудить. И когда мы пришли вниз, я разговариваю с гидами, я понимаю, что они вообще не реагируют на наши все претензии. Парни поговорили, да, как мужчина с мужчинами. Я поговорила как женщина с мужчинами. Они как-то не реагируют, они такие, да, все же хорошо, все ништяк. А вы куда, думали, вы шли? Это Хантенгри, это вам не Эльбрус, где... Я говорю, ребят, все равно так не получается, да? Делаем 3 связки, значит, и каждый гид ведет свою связку и следит там за 2-3 участниками. В моем понимании это должно быть там в голове идет кто-то, да, в середине и замыкающий. Но как обычно это все делается. А тут вы все 3 ушли наверх, и вас нет, и мы сами идем до лагеря. Это как-то так не работает. Я тоже очень долго думала, а потом я поговорила с Андреем Ерохиным в лагере. И он мне честно сказал, Жамиля, говорит, погоды не будет. Погода, если будет короткое окно, где нужно будет просто бежать. Просто бежать, всеми силами. У вас очень большая группа. Ты сколько шла до 2-го лагеря? Я говорю, столько. Он говорит, ты не добежишь. То есть короткое погодное окно. То есть оно откроется там условно на 6 часов, и ты должна сходить за 6 часов до вершины и спуститься хотя бы до 3-го лагеря. Ты сможешь? Тем более с вашими гидами. Я с ними разговаривала. И я утром встала и поняла, говорю, ребята, я с вами еду. И я спустилась вниз. Это была, наверное, такая тяжелая экспедиция эмоционально, психологически, что я за 10 дней экспедиции похудела почти на 8 килограмм. А я вообще не худею. Я в горах не худею, я на Эвересте не похудела ни насколько. Но я могу там скинуть, 2 килограмма. Это прям совсем... в этот раз с монослоя я скинула, 3 килограмма. Потому что у нас был очень сильный темп в штурмовой выход, и, соответственно, это психика. Я уже сказала, что горы — это больше психика, чем физика. Очень многое было, были и слезы, да, были и даже сама экспедиция на Эверест. У меня начиналось все очень сложно, сложно психологически, да. То есть я оплатила Эверест за год вперед. Изначально я собиралась идти 7 вершин, но с условием, что идет определенный гид. Артем Ростовцев. А потом они в феврале сделали рокировку и поменяли на гида, который был на Хантенгри. И я, естественно, начала возмущаться, что я конкретно, когда в сентябре 23 года ездила на встречу к Абрамову рассказать ситуацию про Хан, я конкретно ему сказала, я оплачиваю остаток, если идет Ростовцев гидом. Артем отказался, и они поставили гида, который был на Хантенгри. И я начала возмущаться и сказала, нет, я так не работаю, я не хочу опять быть в такой ситуации. Что мне сказали, дорогая моя, тогда забирай деньги, ищи себе другого провайдера. Я забрала деньги и нашла себе другого провайдера. И так как сестра меня изначально познакомила с компанией «7 вершин»,
Я и как-то ходила с ней. Меня устраивало все. Меня устраивали гиды, меня устраивала обстановка, меня устраивала компания. То есть компания, она абсолютно важна, да, в горах. Какие люди собираются. То есть у меня не было никогда такого, чтобы там, мне не понравилось, у меня там конфликт, да, в команде, поэтому там, я не сходила на гору. Ну, нет. Мы дружим, мы общаемся, мы встречаемся. Вот с самой первой нашей горы. У меня даже не было выбора, я сразу сказала, я пойду с 7 вершин. Но на Абрямова у меня денег не было, а вот на эконом-группу, ну, можно так сказать, у меня деньги были. И тем более мне сделали хорошую скидку. Я заплатила $48 тысяч, вот, первоначально. Со скидкой, с моими какими-то там вершинками. То есть за каждую экспедицию тебе начисляются, ну, типа бонусы, кэшбэк, условно. Вот. Ты его потом можешь использовать в других экспедициях. Вот. И, в общем, все вот это посчитав, у меня вышло 48 там, с копейками. Я же не помню эти копейки. Входит проживание в Катманду, несколько ночей до и после. Входит проживание и питание в треке до базового лагеря. Входит весь базовый лагерь с питанием. Входило 5 баллонов, насколько я помню, кислорода. Ну, гид входил, шерпа. И, кажется, насколько я помню, половинка шерпы. То есть 1,5 шерпы на участника. То есть вот эти половинка шерпы, ну, как они доносят кислород до высотных лагерей, и там немножко как бы тебя ждут, но они не идут с тобой в штурмовой. Ты идешь на штурм. Ты идешь на саммит уже вот с одним шерпой. Не входят только твои расходы, не входят саммит-бонусы, ты их платишь сам. Не входит перелет твой, и ну, если там твое дополнительное питание, которое ты хочешь, там, не знаю, может быть, ты лобстеров будешь заказывать куда-нибудь во второй лагерь. И вот в ноябре, когда я вот это все узнала, в феврале у нас рокировка гидов, я забираю деньги, я начала, то есть 2 месяца до экспедиции. У нас разговор с Абрамом произошел. Ну, как разговор? Я его пыталась вывести на разговор по телефону хотя бы, а он мне все писал и голосовыми отправлял. Я говорю, Александр Викторович, давайте успокойтесь, давайте поговорим. Он говорит, нет, забирай деньги и ищи другого провайдера. Окей. И начинаешь подключать друзей. Я подключила своих друзей. Андрея Рохина, Кадыра. Вот. Еще сама я писала. Вот. Валику Сипавину написала Альпомании, потому что он до этого меня приглашал тоже с ним на Эверест. То есть я получила где-то от 5 провайдеров предложения. И почему я выбрала 14 Peaks Expedition? Потому что с ними шел Илим, там мой друг с Хантенгри, кыргыз. И вот, наверное, это было основным, что я решила идти с 14 Peaks. Потому что идти без кого-либо знакомых, но мне на тот момент было страшно. Во-первых, ты идешь без гида, а ты привыкла ходить с гидами, да? Я даже на Фурманова хожу с гидами здесь у нас. Я за безопасное восхождение, я лучше заплачу и схожу на тот же Фурманова или там панораму с гидом, чем я сама пойду. И неизвестно, что там будет. Поэтому я всегда советую даже на поляну Терра ходить с гидом. Особенно тем, кто начинает. Я одна не хожу, несмотря на то, что я была на 2 8-тысячниках. Я была, не знаю, в Антарктиде. Это очень важно. Ты ответственный за себя в первую очередь. И твоя ответственность начинается с того, что ты обеспечишь себе безопасность. Каждый должен делать свою работу. Гид – водить в горы. Ты – ходить в горы и делать свою работу.
Ну, можно сказать, как все, да, потому что они есть. Знаете, изначально, как бы я уже говорила, что я поехала только из-за сестры, да, и получить фан, да. А потом, после вот этой большой экспедиции на Аконкагуа, ну, для меня она тогда была первая и самая большая, я была целых 2 недели где-то там в Южной Америке, спала в палатках и не мыла руки, и не чистила зубы временами. Какая-то трансформация сознания происходит. Ты понимаешь, ты смотришь на вещи, на вот эти вот обыденные, бытовые, совершенно по-другому. Пропало очень много таких каких-то меркантильных привычек, да, типа лейблов, путешествий. Вот именно там съездить на Мальдивы — это круто. Надо съездить на Мальдивы, да. Вот. Поменялся круг знакомых. Очень многих я отсеяла. У меня было все построено на карьере. Я как-то об этом не думала. А сейчас, мне 46, я вообще об этом не думаю. Менять свой уклад жизни — это очень сложно. Особенно, когда ты ходишь в горы. Не знаю, сколько я буду еще в них ходить. Может быть, я на следующий год, я там, не знаю, закрою свой проект «7 вершин», дай бог, и скажу: все, у меня финиш. На Манаслу шла и про себя думала: все, сейчас схожу в Манаслу, потом закрою 7 вершин и больше никуда не пойду. Ну, тут все проходит, и ты возвращаешься опять вниз и начинаешь уже какую-то другую историю. Но это очень сложно, знаете, найти человека своего. Люди, бывает, его находят в 18 лет, кто-то в 40, а кто-то в 80. Во-вторых, очень сложно найти сильного мужчину. Очень сложно. Их практически нет. Но у меня и до гор было так, что мужчины, они же тоже чувствуют человека, насколько вот сильна энергия, да, насколько расширен его кругозор, поэтому как-то, ну, со слабыми мужчинами сразу все как бы, вот знакомишься, и все на этом заканчивается. Вот. А сильными сложно, понимаете, они сами сильные, и ты сильная, и лучше дружить. Вообще мне проще с мужчинами и в работе, и в экспедициях, и в путешествиях. С ними проще договориться, они мало говорят, они быстро думают, ну, 80%, окей. Я быстро думаю, я быстро принимаю решения. Я не люблю вот это вот очень долгое раздумие, делать это, не делать, а может надо, может не надо. Многие женщины так, ну, как бы ведут себя. У меня такой немножко мужской склад строения мыслей и ума. Вот наше поколение, то, что мы выросли в такие годы перестройки, да, когда ты вырос в деревне в годы перестройки, когда ты сам боролся за место под солнцем, что вот все, что у меня сейчас есть, я заработала сама. Мне не помогали. Родители мне помогали только своей любовью, своей вот именно психологической поддержкой, своим плечом таким в какие-то, ну, кризисные моменты, а их было у меня очень много. Но родители не помогали финансово. То есть у меня самые обычные родители, которые не сделали вот эту вот шикарную подушечку, как у многих золотой молодежи, да, на тебе. То есть все, что я имею, я заработала сама. И зарабатываю. Вот. Сколько я потратила на свое любимое хобби, но без билетов. Это я не учитываю. И без дополнительных расходов, типа магнитики, не знаю, там, ресторанчики, да. $5000 первая Аконкагуа, 100 000 рублей
не знаю, не помню, сколько это долларах было в 22 году. Это Эльбрус, $2000 это Ленина, $7000 это Хантенгри, $6000 это Лабуче, $75 000 это Эверест, не считая второй попытки. Вторую попытку мне оплатил Саша. Антарктида $55 000, $20 000 Денали. Ну и на Костюшко я ходила сама. Как бы, вот, это не считая вот, перелетов, это не считая своих расходов, и это не считая саммит-бонусов. У меня нет спонсоров, да, это абсолютно собственные средства. Как говорит моя подружка, ты уже профукала в своих горах 2 квартиры. Мне помогает работа, то, что они мне предоставляют отпуск оплачиваемый во время восхождения. Это, да, им большое-большое спасибо. И они мне предоставляют очень много времени, чтобы я могла ходить, потому что экспедиции длинные, да. Вот. И на Эвересте за вторую попытку штурма мне оплатил Саша Бахман. Он говорил вот в своем фильме. Саша Бахман – это мой партнер in crime, с которым мы познакомились на Эвересте, с которым мы прошли все невзгоды, лишения и тому подобное. Вот, и он был в команде с Вовой Котляром. Вот. Мы познакомились с ним именно в базовом лагере Эверест, или когда шли в треке. Вот. Мы познакомились с ним тогда, жили вместе в базе, создали такую международную группу казашка, немец, кыргыз и русский. И ходили в все акклиматизационные выходы, отдыхать вниз, спускались вместе. На штурм пошли вместе в первый, ну и на второй штурм тоже вместе пошли. Помог Саша Бахман, помогла моя подруга, $10 000 мне дала. И помог мой друг, тоже горный, он мне дал $5000. Компания «Учет КЗ» также мне помогла. Они мне 2 миллиона. Когда я платила за Эверест, вот уже второму провайдеру, потому что, вот, как я говорила, что я разорвала контракт «7 вершин» и начала искать провайдера, и, ну, соответственно, были другие совершенно цены, да? 2 месяца до экспедиции, ну, все обговаривается намного заранее, и мне нужно было потом еще найти $17 000, чтобы доплатить и вот, заплатить Fotin Peaks $65 000. Вы знаете, даже когда я спускалась первый раз с неудачной попытки, естественно, плакала. Плакала не от того, что деньги пропали. Плакала больше от того, что не смогла. Что не смогла не потому, что у меня там что-то заболело, не потому, что там сама там смолодушничала, развернулась, да, устала или там еще что-то. Просто не оправдался прогноз. И как-то недавно, не знаю, может, полгода назад, Илим нам скидывает в группу видосы. Если бы мы дальше продолжили бы, да, это закончилось бы очень плохо. Жизнь такая. Я 2 года деньги собирала. Я сижу, рыдаю во втором лагере. Передо мной сидит Вова, тоже плачет и говорит: «Жамиля, прости меня, пожалуйста, прости меня, это я во всем виноват». А я сижу, матерю эту погоду, прогноз. И говорю: «Вова, ты ни в чем не виноват, ни в чем не виноват». И у нас, значит, слезы, Саша сидит в таком состоянии. А Элим это все снимает, он же блогер. Элим это все снимает, и он мне говорит, типа: «Жама», он меня Жама называет, «Жама, зато живая». Я говорю: «Я 2 года готовилась, я столько сил потратила». И вот даже тогда я не думала о деньгах, как сказать, для меня было не жалко деньги, для меня было жалко время, и мне было жалко
Ну, себя, наверное, что я столько готовилась, и сейчас я вот по какой-то дурацкой причине, что прогноз не оправдался, я не смогла сходить на, возможно, на единственную гору своей жизни, на которую я хотела зайти. Эверест. Да. Мы спустились в базовый лагерь. Тут Никита со своим объективом записывал вот эти все наши эмоции. Вот. И я сижу вот в таком, я рассказывала Эдуарду про ситуацию, Никита тут снимал, и мне кто-то приносит телефон. Я беру телефон, на связи Кадыр из Катманду, и говорит: Жамиля, никому ничего не пиши, никому ничего не говори, и скажи Илиму, чтобы он тоже ничего не писал ну, как бы в Инстаграме. Вы пойдете на вторую попытку, если вы захотите. Я вообще ничего не поняла. Я говорю, хорошо. Я просто, ну, у меня, я просто все время рыдала, понимаете, да? Я люблю рыдать, а я тут постоянно рыдала, постоянно. То есть я начала собирать вещи, я собиралась домой, все уже. Я вот просто рыдаю. Илим, он же блогер, он уже всем рассказал, что мы не сходили, что была непогода, что все. Эдуард уже все запостил, что мы уезжаем, мы простились со своей мечтой, что не в этот раз. И мы приезжаем вот в Катманду, и Кадыр нас приглашает на ужин с Илимом. И он ему говорит, вот есть возможность сходить во второй раз. А я вообще не знала, что такая опция есть. Ну, как бы я никогда даже про нее не читала. Я всегда знала, что там люди не ходят, потом они уезжают, потом они приезжают во второй год, и, ну, там, если деньги есть, если нет, то там, через 2 года. Ну, потому что когда мы спускались вот в эту ночь с 8400, я по рации вызвала Таши и говорю, Таша, дайте мне дополнительный кислород. Дайте мне, говорю, 2 баллона дополнительного кислорода. Я сейчас останусь на 8000 в 4-м лагере. И я ночью выйду на штурм. Ветер успокоится, дайте мне дополнительный кислород. Он мне на что мне сказал, Жамиля, нет, кислорода нет, твоя экспедиция закончена, спускайся вниз. И, ну, и как бы Таша уже сказала, что нет. Ну, мы все стали, ну, как бы Вова тоже, ну, Вова еще тогда вообще ничего не говорил, ну, как бы он Саша даже, ну, как бы еще тогда у нас мысли о том, что мы пойдем во второй раз, у нас не было. И тут Кадыр говорит, что можно сходить второй раз. И я такая говорю, сколько это стоит? А Кадыр говорит, ну, слушайте, я не знаю, ну, наверное, где-то 1006. Я говорю, а в долг нужно? Он говорит, да, ну, договоримся с Ташей, мы же свои люди, как бы, вы же никуда не убежите. Но я говорю, я просто домой приеду, я там разберусь. Не знаю, там, ну, что-нибудь, но разберусь. В долг кого-нибудь возьму, да? Ну, главное сходить, понимаешь, ты же здоровая сидишь. И Кадыр говорит, ну, да, окей, разберемся. Все, я повеселела, там, короче, девчонки с Макалу у нас приехали, сходили на вершину. Мы такие довольные, начали отмечать, там. Илим такой говорит, да, ну как бы я тоже. И мы тут с ресторана заходим в другой ресторан, где сидит Вова и обрабатывает Сашу. И Саша такой не пишется, нет, я уже там в Дубае, у меня там семья уже отдыхает, я уже хочу, типа, ну, отдохнуть на следующий год. Я устал. Ну, тяжело, конечно, тяжело. Месяц уже мы торчим на горе, да. И, конечно, ну, у каждого это по-разному, да. И мы такие, я говорю, Саш, ну давай. Он такой, нет, ну мы на этом разошлись. Я говорю, Кадыр, я иду, договаривайся, что там надо, я не знаю. Вот, Илим тоже подтвердил. Я на второй день побежала к Саше. Я говорю, Саш, ну давай. Он такой, нет. Я говорю, ну давай. Он такой, нет. Я говорю, Саш, ну, ты понимаешь, говорю? Он говорит, давай на следующий год. Я говорю, Саша, у меня нет таких денег, я их вообще не найду на следующий год. Так я тебе половину оплачу. Я говорю, Саша, я даже половину не найду. Вот смотри, у нас стоило 65 000. На следующий год это будет 75 000. Все увеличивается, да? Пермит увеличивается, там все цены увеличиваются.
Я говорю, я не найду столько денег. Я их не соберу за год. А он такой говорит, ой, ну нет, типа, я уже так устал. Я говорю, мы столько терпели, столько у нас было, говорю, вот этих всего, всех страстей, говорю, всех лишений. Я говорю, ну давай, говорю, тут уже чуть-чуть. Он такой, нет. Нам потом на второй день Кадыр сказал, что это не 6 тысяч, а 23 тысячи. Я опять в слезы, опять в рев. И я уже купила билет обратный, потому что у меня, 23 тысячи, это не 6, да, я их вообще нигде не возьму, даже в долг, сходила и приехала такая в Казахстан, да, дайте мне в долг 23 тысячи, мне вот надо вернуть. Я такая, нет, мне это очень дорого. И я вот тогда, потом уже через день начала Сашу обрабатывать. У меня на следующий день был вылет, и я начала Сашу обрабатывать. Я говорю, Саш, у меня-то нет, а у тебя-то есть? Иди, говорю, пожалуйста. Сходи вот сейчас, Лим идет, говорю, Вова его уговаривает. Я говорю, с Вовой, пока вы заряжены, сходи, добей, говорю. Он такой, нет. И вот на утро мне звонит Таша и говорит, ты идешь на вторую попытку штурма. Я говорю, нет, Таша, ты что-то перепутал, говорю, это? Ты же, говорю, там цену изменил, говорю, не 6 тысяч, а 23. Вот. Он говорит, нет, за тебя Саша заплатил. Я побежала к Саше. Я говорю, ты что, с ума сошел? Я не найду столько денег тебе вернуть. Он говорит, я тебя что, прошу? Я говорю, Саш, ты мне никто, да, условно, да, мы с тобой не близкие друзья, да, ты мне не родственник, да, ты не мой мужчина, у тебя есть жена и семья. Вот, мы с тобой познакомились там месяц назад. И он говорит, я так хочу. Вот, а потом вот уже после вершины он мне сказал, знаешь, когда ты меня уговаривала, говорит, у тебя, говорит, было столько, говорит, желания, говорит, зайти. А я, говорит, потом посидел, говорит, подумал, вот у нее денег нет, она так хочет сильно взойти, а я сижу тут, вроде есть возможность, а я сижу и не хочу. Надо сходить. И он тогда мне сказал, ты готова психологически? Я говорю, да. А физически? Я говорю, да. Он говорит, тогда погнали вместе, командой. Все пойдем. Вот так мы сходили. Ровно через 9 дней после нашей неудачной попытки первой, ровно через 9 дней мы стояли на вершине 23 мая с разницей по часу. Там в 2 часа Саша, в 3 часа я и в 4 с копейками Лим. Мы самые первые, наша 4 была на вершине, да. Была еще какая-то принцесса или кто, не помню. Вот там между Сашей и мной была еще одна девочка с шерпами, не помню, откуда она. Вот, и вот мы вчетвером, да, получается. Абсолютно ничего. Во-первых, мы быстро как-то забежали, мы вообще на это не рассчитывали. Мне поменяли шерпу, и дойдя до 4-го лагеря, я шерпе говорю, я люблю вот все планировать. У меня все распланировано по минутам, по секундам, да? Не по секундам, ладно, по минутам. То есть я должна встать во столько, там 15 минут на душ, 15 минут на завтрак, там, и вот то все, и вот там в 8 я выхожу из дома, да? Вот здесь то же самое. Я прихожу в 4-й лагерь, мы мы оклеманные были, плюс еще, наверное, это всегда, когда ты идешь 2-й раз, это намного легче как-то воспринимается психологически, да, для тебя. И мы что-то пришли в часов 10. Я Пасангу говорю, Пасанг, давай, говорю, распределим время. Во сколько мы едим, во сколько мы там собираемся, за сколько мы дойдем. Ты вот сейчас посмотрел на мой темп. Он говорит, давай, говорит, часов 10 заложим, что чтобы мы там после 4 были, там к 5 были на вершине, на рассвете. В 5 часов. В 5-6 там. Я говорю, хорошо. Он говорит, выйдем, значит, 8, полдевятого, может быть. Так. Я говорю, ладно.
И мы вышли, вот в это время перед нами уже куча народу вышла, но очень много. Мы вот до балкона есть возможность обогнать, а после балкона там уже сложнее обгонять. И вот мы пошли. Я стою, там лежал какой-то прибалт, не доходя до балкона метров 200, он просто развалился, вот так перегородил всем дорогу. И мы стояли, думали с пасангом, как его обойти, чтобы, перешагнуть его. Он живой, в смысле, все нормально, просто вот у него не было сил. И кто-то меня там по спине так стучит. Я такая поворачиваюсь, Вова такой говорит: можно мы вас обгоним? Я говорю: попробуй, говорю, тут вот лежит. Вот. И они нас обогнали вот перед балконом с Сашей. И потом вот была я. И мы так что-то... Я иду, смотрю, мы балкон прошли часов 10. Я понимаю, что вот что-то по таймингу вот что-то не то, что-то очень быстрое. Там на южной вершине уже 12. Я говорю: пацан, мы что-то это быстро. Он говорит: вариантов нет, мы идем. И вот так вот мы без очередей, без никого. Уже там спуск такой перед Хиллари Степс. Получается, мы прошли Хиллари Степс, и там такой предвершинный подъем. И спускается Саша с Вовой. Саша мне говорит: чуть-чуть осталось, я позвонил твоей сестре двоюродной, говорит, сказала, что ты идешь сзади меня, что скоро будешь на вершине. А эмоций, нет, эмоций вообще не было. Вот сейчас они у меня есть, а тогда нет. Я не плакала, не лежала, там, не целовала землю. Когда я узнала в ноябре, когда мне позвонили и сказали, что вот им звонил Жумаев, что вот он нашел деньги, он ищет девочку. Это было начало ноября, кажется. Я, конечно, мы же все живые, да, я, конечно, так заволновалась в плане того, что, вот все сидели 30 лет, а теперь вот я собралась, и тут все собрались, да. Мы очень долго разговаривали с Сашей Сафрыгиным, потому что там была такая история, он нелестно обо мне отозвался, но, опять же таки, это со слов, и я с Сашей проговаривали, я говорю: зачем вообще это? Я вообще ни с кем состязаться не собираюсь. Я могу их двоих сводить, но пусть она мне позвонит. Я говорю: я никому звонить не буду. Я оплатила свои деньги, и я иду сама. Я никому звонить не буду. Если кому-то надо, пусть звонит. Мне настойчиво звонили, писали: он ждет твоего звонка, он ждет твоего звонка. Я говорю: никому звонить не буду. И мы с Сашей очень долго разговаривали, и Саша мне сказал: Жамиль, а ты что думаешь? Я говорю: Саш, я же взрослый человек. Ты же понимаешь, что соревнования это ни к чему хорошему не приводит. Тем более до этого прям буквально в сентябре или в октябре погибли вот эти 2 американки на шише. Пойду как пойду. Знаешь, все в руках Всевышнего. Он говорит: правильно, так и надо. Я ничего не меняла в сценарии. Единственное, что я поменяла в сценарии, это провайдера. Но это не от меня зависит. Но даты, они примерно были одинаковые. Там что-то 15 апреля было у Севершин и 16 апреля было у Fourteen Peaks. А мне же все пишут, они поехали за 2 недели вперед. Вот что ты там сидишь дома? Я говорю: слушайте, пусть они едут куда хотят. Я иду по своему графику. То есть, если бы я соревновалась, я очень хорошо сходила акклиматизацию. Я себя очень хорошо чувствовала. Я могла не поехать вниз, полететь вниз, отдыхать в Намче. Я бы пошла со своим шерпой, легла во 2-м лагере и ждала, когда шерпы провесят веревки, перила. Я бы могла жить в 3-м лагере.
Мне все равно. Я бы кровь из носу сходила на гору первая. Ну, я подумала, зачем мне это надо? Да, я видела его испуганные глаза в Намче-базаре, когда он меня увидел, эту старую женщину, очень в хорошем состоянии и с хорошим здоровьем. И на второе утро собрал всю свою команду и свалил во второй лагерь. Ждать, пока провесят перила. Ну, зато у меня была такая команда. Мы так классно сходили. Мы между собойчиком называем себя 1,5 Эвереста. Ну, потому что мы были на 8400, а потом еще раз ходили. Ну, нет. Горы — это же не про то, что быть там 1, 3, 10, 25. Для меня горы — это больше про друзей. Когда знакомишься с человеком, и он через месяц оплачивает тебе вторую попытку штурма, когда вы с ним созваниваетесь и дружите в обычной жизни, когда он тебя приглашает с собой в экспедицию на Манаслу, когда он вот позавчера звонит и говорит: слушай, у меня там деньги завалялись у 7 вершин, может, ты сходишь с ними куда-нибудь? Ну, понимаете, когда ты дружишь с человеком, это даже не только про Сашу. У меня очень много подруг с экспедиций. Мы ездим друг к другу в гости. Мы ездим друг к другу на праздники, на день рождения. Они приезжают ко мне, я приезжаю к ним. Мы ходим вместе в горы, мы делаем какие-то совместные экспедиции. Да? Горы — это про душу больше. И я всегда говорила, меня спрашивали: а как вы выбираете очередную гору? Я говорю, не знаю как, вот просто мне хочется. Вот я хотела на Ленина из-за рассказов Лёши, я туда пошла. Я очень хотела на Хантенгри, я хочу на него до сих пор. Я туда попыталась ходить, да. Я очень хотела на Денали, очень хотела. Ну, я попыталась, у нас не получилось, мы на следующий год планируем. И не хотела в Антарктиду ехать. Я туда поехала только потому, что после Эвереста у меня была командировка в Австралию, и я думаю, ну, поеду в Австралию, надо сходить на Костюшко. Как бы закрыть Костюшкой по классике, да, по первоначальному плану, когда еще не придумали Карстенс. Думаю, а тут Костюшка, а на Денали я и так собираюсь, а тут остается только Винсон и Килиманджаро. И я думаю, ну, схожу в Антарктиду. И тут мне звонят 7 вершин и говорят: Жмиля, у нас есть место в Антарктиду, ты не хочешь? И по датам вроде все подходит. Я говорю, ну давайте. У меня отец спрашивает: почему ты не была на Килиманджаро? Я говорю, потому что я не хотела никогда туда идти. Вот и все. Я в горы хожу именно туда, куда я хочу, а не туда, куда требует общество, не знаю, тренд, что там еще. Это модно, да? Все туда идут, и я туда пойду. Нет. Это больше про душу, это больше про друзей, это больше про вот это твое состояние, когда ты спускаешься с горы. Да, преодолевание всех трудностей, но вот этот кайф, который ты, ну, по крайней мере, я испытываю, когда я спускаюсь с горы, его ни с чем не сравнить. Это невероятное чувство. Ну, может быть, вы его испытаете, там, не знаю, кто-то занимается, кто-то оушенмен, да, кто-то там триатлоном. Они, возможно, тоже, да, закрывая эти программы, там, не знаю, сделая эту дистанцию, они испытывают такое же чувство. Мы не сходили на гору и переругались со всеми этими американскими гидами. Ну, не сходили на гору не по их вине, да, там просто образовалась лавина, которая не пускала никого на штурм. Вот. Ну, мы, естественно, все равно поругались, мы же не можем без этого. Нам же надо идти. Начали спускаться вниз и прошли уже такой опасный участок, называется Винди Корнер. И остановились, чтобы снять каски, уже можно было снять каски, там, попить воду. Вот, и мы остановились, как бы, там, снимаем каски, пьем, едим. Со мной был казах в группе, Галымжан. Я смотрю на Галымжана, у него что-то звенит. А я не могу понять, что звенит.
И такой снежок падает. Я такая, что у него звенит? Я не могу понять. Я взвалила этот огроменный рюкзак, то есть, чтобы его взвалить на себя, надеть, да, это нужно сперва на колено, а потом с колена его перекинуть на себя. Сани, естественно, за собой, да, тащишь. Я такая думаю, что такое, что звонит, я ничего не могу понять. И только я его натянула на себя. И тут такой крик этого гида: всем лечь, отбросить железо. Типа, я, короче, все это сделала, и не могу понять. У меня Люда лежит рядом со мной, ну, как бы, да, мы там, как бы мы шли связками, и связка останавливается параллельно друг другу, как бы каждый участник. И мы лежим так напротив друг друга. Я говорю: Люда, что происходит? Она говорит: молния. А я никогда не была, вот за 4 года я никогда не была в горах, когда была молния. Я не, ну, как бы, у меня не было такой ситуации никогда. Я не знаю, что это такое. Да, я знаю, как себя вести, да, нужно там отключить телефон, но они у нас и так были отключены, да, там отбросить все железо. Но я никогда в этом не участвовала. Мы лежим, снег идет. Снег, причем такой, перешел уже в такую крупу, как пенопласт, знаете, порезали, крупа, ветер, молния, гром, короче, все, что возможно. Полчаса лежим. Я тут на карачках, короче, ко мне гид с нашей связки, короче, подползает и говорит: Жамиля, говорит, мы все в гортексе. Нужно надеть, говорит, теплые, вытащить пуховку. Если есть шорты, там, не знаю, там штаны, да, самосбросы, надевай, мы здесь долго будем лежать. Я такая: окей, оделись, лежим. Час лежим, 1,5 лежим, 2 лежим. Просто. Я лежу, и вот это вот, когда молния, я про себя так думаю: боже мой, зачем нам это? Мы уже уходим с горы. Мы на тебя уже не сходили. Вот почему ты нас не отпускаешь? Я уже попрощалась со всеми, потому что это очень страшно. Я не знала, никогда не думала, что страшно так бывает, именно когда там молния, гроза, да, дождь даже дождь, да. Я никогда не знала, что бывает так страшно. И через 2,5 часа все стихло, нам разрешили подняться, мы начали спуск дальше. Я шла, и нам надо было идти, получается, это было где-то с 8 до 10, и мы уже не помещались в тайминг, чтобы прийти на аэродром к 8 утра, чтобы быть, ну, одними из первых в очереди на самолет. И мы вот очень быстро бежали, как бы без остановок. Еще надо было заброски забрать, депозиты как бы забрать по лагерям. И мы очень-очень быстро бежали, как бы переодеваясь на ходу. И у меня все время крутилось в голове: почему так? То есть бывает, гора не пускает. Но она же уже нас не пустила. Мы же, ну как бы, мы даже к штурмовому не подошли, да? Мы сидели там в 3-м лагере рейнджеров, мы даже на штурм не вышли. И она вот так вот с нами, что и даже отпускать не хочет. Ну, по сути, если бы, мне кажется, гиды не поняли, что это электричество, молния, то, может быть, мы бы двинулись. Потому что там за нами шла группа, они прекрасно спускались со склона, пока наши гиды не начали очень громко кричать им, типа: остановитесь. Вот. И вот здесь вот я хочу сказать про профессионализм гидов, что очень важно. Как очень важно найти своего гида, своего по душе, так очень важно найти или попасть в группу к профессионалам. Потому что безопасность твоя целиком зависит от них. И когда вот я вижу в наших горах, в этом году, в феврале, я привозила девочек со Астаны, и мы ходили на ледник Богдановича, но с гидом, с Лешей Криворучко. До Туиксу я довела сама уже, вот по асфальту. Леша мне разрешил довести самой, а потом уже вот с Лешей мы ходили.
И мы что-то поздно, мы там задержались на примере фильма Ромы Байзитова. Вот, там что-то ужинали на Чембулаке. И мы так поздно, так уже довольно-таки уже так темнело, поднимались уже в Туйксу. И идет группа ребят, уже темно, сумерки, ну вот прям реально темно, потому что мы хотели еще зайти на аллею памяти. И я говорю, девочки, ну уже как-то темно, давайте уже пойдем спать, ну, как бы в лагере, да. Тем более фонарик был только у меня. Я говорю, надо... Вот. И они идут без фонариков, абсолютно в каких-то кедах. Я говорю, ребята, почему одни, почему без фонариков? Почему вы... Такие, да нормально же тут, сюда идем. Я, ну, особенно с последними событиями, конечно, это... Я не знаю, почему они так относятся к своей безопасности. Насколько надо не любить себя, наверное, быть безответственным по отношению к себе. А как безопасно ходить в город? Только под присмотром гидов. Несмотря на сколько у тебя званий, регалий и тому подобное. Если ты не имеешь удостоверения гида, что ты имеешь право водить людей в горы, то иди как клиент. Меня как-то спрашивали вопрос, почему на Эвересте не было девушки-казашки никогда. Я говорю, да потому что у вас типа нет хороших альпинисток. Я говорю, у нас их очень много. У нас их очень много. У нас просто денег у них нет. Не каждый может себе позволить заработать больше там, 50 тысяч долларов, да? И отдать это все на гору, понимаете? Есть же еще другие заботы, да? Семья, там, не знаю, какие-то бытовые, да? Квартира, там еще что-то. Это не потому, что у нас нет хороших альпинисток. Их много, но денег нет на какие-то экспедиции такие серьезные. Вот. Почему у нас очень многие спортсмены, высотники, да, технари, они не ездят там куда-то, куда они хотят, там, не знаю, на какие-то там Эль-Капитан, да, ну, потому что это дорого им. Они максимум, там, не знаю, в Аларчу сходят. Да, Аларча прекрасное место для там, и пятерки, и шестерки, да, и куча маршрутов еще не исхоженных. Но если бы у них были деньги, то они бы в таком международном масштабе ходили, прокладывали новые маршруты, в то же время и подтягивали бы молодежь, да. То есть молодежи как подтягивается? Ты ему должен сам показать, что ты должен делать, что он должен делать, да. То есть, допустим, на моем примере, она приходит ко мне в лабораторию, я могу показать, как мыть жиромеры. Жиромер – это такой сосудик, где определяется жир молока. Вот. Я могу показать... Когда я руководила заводом, я показывала уборщице, как мыть пол на производстве. Я брала швабру специальную и разводила раствор. То есть это не как дома, да, налил в ведро и взял тряпку и помыл. На производстве это немножко другое. То есть я брала швабру, я разводила раствор, я ей все показывала. Я мыла пол и показывала ей. То же самое и в альпинизме. Как мы ходим, да, вот мы с Q14. Саша нас ведет и все показывает. Каждый раз мы учим одни и те же узлы. Там полиспаст. Ну, ничего не меняется. То есть он на своем примере вживую показывает, как это делается. Сейчас, в наше время, очень развивается как бы вот этот коммерческий альпинизм. Ну, потому что в горы ходят уже такие обеспеченные люди. Кто-то ходит, потому что хотят новых эмоций, а кто-то реально вот любит горы, да. Ну, и у них есть возможность ходить в них, у них есть возможность заплатить за гида, у них есть возможность заплатить за экспедицию, у них, там, не знаю, есть возможность полететь на другой край света, и они ходят, да. Вот у меня была возможность, я полетела в Антарктиду. Мне сегодня задали вопрос, а вы хотите сходить на все 14 восьмитысячников?
Я ответила, я очень хочу, у меня денег нет. Ну, я думаю, что да, потому что, во-первых, я стала заниматься спортом. Это во-первых. А во-вторых, я еще больше стала планировать свой день. Потому что мне нужно уместить куда-то работу, тренировку, остеопата, еще какого-нибудь реабилитолога, ну, вот так. То есть это дисциплина, да. И я стала спокойнее, я стала менее остро относиться к ситуациям. То есть, когда ты приходишь в горы, да, и что-то не получается, я говорю и себе, и там, кто рядом, я говорю, ну что ты вот нервничаешь? Ну это же ситуация, ты сам сюда пришел. Мало того, ты денег еще заплатил. Ну все, прими. Как оно будет, так оно будет. Просто нужно набираться терпения. Терпения больше стало. Я очень нетерпеливая. В 2020-2021 году, когда я пришла, за 10-15 лет их стало намного больше перед этим, да, то есть предыдущие 10-15 лет, перед 2020 годом, их стало намного больше, именно в коммерческом альпинизме. И сейчас я понимаю, что женщины прям, ну вот уже условно даже составляют 50% в некоторых экспедициях, это 50% от группы. То есть это не одна женщина на группу или две, да, это вот реально, это уже 50%. Плюсы и минусы. Плюсы: женщины выносливее, женщины терпеливее. У них, понимаете, как заводские настройки, вот это вот. Ты пришел, мужчины все сразу, ой, все, я дошел, я устал, я упал, я полежу. Женщина начинает, ну, по крайней мере, вот сколько я видела на себе и на моих знакомых, она начинает что-то там возиться, бегает, там воды принесет, там, не знаю, палаточку поправит, там немножко подкопает, откопает, чтобы было ей удобно. А мужик такой, бац, завалился и такой лежит. Сейчас полежу, а потом дальше уже будет видно. Равенство. Ну да, когда идешь, там все такие, ой, женщина, типа, очень долго будет идти, или там очень медленно, или там будет бояться перейти через лестницу, через трещину, будет там слезы лить, стоять там, вот. А по факту очень многим таким занимаются мужчины. Вот. Но когда дело касается распределения груза, вот, допустим, на Денале у нас было 2 девочки, 3 девочки с гидом, и было 5 мужчин. Американские гиды нам распределяли ровно одинаково. То есть, условно, если по 30 килограмм, неважно, это будет мужчина или женщина. Нет абсолютно никакого гендерного различия. Ну, наши гиды, это я имею в виду наши русскоязычные гиды, да, они жалеют все равно девчонок, они все равно меньше дают. Вот и в Антарктиду я, когда ходила, то есть там последние 2 лагеря, ты несешь все сам, то есть все свое добро, да, одежду, в санях у тебя еда, вот, и гиды, да, гиды помогают. Ну, как бы девочкам в любом случае хотя бы на 5 килограмм меньше распределяют, да. А американцы нет. Минусы со всеми нашими женскими, да, особенностями. Конечно, нам тяжелее. В плане душа, в плане хождения в туалет тяжелее намного. Мужчинам много все проще. Что еще? Ну, с физикой. Мужчины сильнее, да. Но, опять же таки, перекрывается женской выносливостью. Ну, это, опять же таки, мое мнение. В горах вот больше выносливость тебе помогает, нежели физика.
Но если у тебя будет сила, но не будет выносливости, то нет. Но если у тебя будет выносливость и будут слабенькие ручки, вот у меня не сильные руки, ты на ногах вытащишься. На силе воли, ну, как-нибудь там, ну, выйдешь. Но я всегда говорю, что надо начинать с маленьких гор. Почему? Объясню. То есть с наших. Потому что гид учит, как пользоваться палочками, как ставить шаг, да, ставить ногу, как спускаться, как завязывать ботинок, да, элементарно. Потому что вот я очень многих видела, знакома с очень многими людьми, которых, знаете, по стандарту, вот, особенно россияне, у них стандарт Эльбрус, Килиманджаро, Аконкагуа, Эверест. И то есть на Эльбрусе, ну там очень быстро, да, Килиманджаро тоже, да, так, недельная экспедиция. И то есть они даже не реагируют на, допустим, у них нет реакции на камень летящий. То есть у них нет такого, что ты должен закричать, что камень. Да? Или там они не умеют переставлять ноги, там, не знают, как ходить, как считать, как идти и считать дыхание. Да? Этому всему учат гиды изначально. Поэтому я всегда говорю, надо начинать с маленьких гор. Наши прекрасные горы. Да? Потом уже определиться, что ты хочешь. Если ты уходишь в технику, то надо ходить там такие маршруты, там, однерочки, да, двоечки, троечки, там, выше. Если тебе больше нравятся какие-то высотные горы, то начинай ходить. Вот у меня сегодня, кстати, утром спрашивали, куда пойти, вот, как себя там, попробовать свое отношение к высоте на 5000. Вот мне нужно пойти в базовый лагерь Эвереста. Я говорю, ну, ты можешь, конечно, пойти в базовый лагерь Эвереста, но это, во-первых, далеко, это дорого, ну, там сколько, ну, 3500 долларов, да, но я считаю, что это, ну, дороговато, да, когда ты можешь за $500 поехать на пик Юхина, вот здесь и 3 часа там, приехать в Бишкек, да, ну, сколько стоит такси, я не знаю, там, 6000 тенге, да, с человека, в $500 будет входить трансфер до Оша, до Луковой поляны, да, ты сходить можешь там на 5000, испытать себя и вернуться домой. Также на 7000. Зачем тебе лететь куда-то там, не знаю, в Непал на 7000-ник или там куда-то там в Аргентину на 7000-ник или там в Чили, да, когда ты можешь легко сходить на Ленина. Ну, в моем понимании, что хождение горы должно начинаться с низов. Степ-бай-степ. Ну, конечно, круто, когда ты сразу идешь на Эверест или там на другой 8000-ник, и у тебя все получается. Нет, это круто. Но я бы такое не рекомендовала. Даже твое психологическое состояние, твой настрой, твоя психика, она начинает вот, ну, условно складываться в пазлы, когда ты нахаживаешь горы. Нужно нахаживать горы. Горы бывают разные. Каменистые, там, снежные, да, там, не знаю, Килиманджаро один климат, там, не знаю, Непал другой климат, да. Но ты в любом случае, это как опыт в работе. Ты нахаживаешь себе опыт, нахаживаешь горы. И у тебя, соответственно, совершенно другие... у тебя как бы, знаете, вот это вот какая-то вот такая вот внутри матрица, она перестраивается. Ты начинаешь думать по-другому. Ты уже знаешь, как себя вести в каких-то там ситуациях, да, экстренных. Ты знаешь, ты чувствуешь себя, ты знаешь, что у тебя. Это у тебя, там, не знаю, просто болит голова или просто живот болит, да? Или у тебя уже началась горная болезнь. Поэтому, ну, мне кажется, вот, пока ты не находишь горы,
ты не сможешь себя узнать, свой организм слышать. Ну, я не суеверный, я чуть-чуть суеверный человек. Вот мы когда не могли вылететь на вторую попытку штурма Эвереста, мы в Катманду сидели почти день в аэропорту. Мы улетали, потом приземлялись где-то там в деревне, потом возвращались опять в Катманду, потом опять ждали. Короче, я Вове говорю: Вов, а может, говорю, это уже нет? Ну вот, понимаешь, говорю, первый раз не сходили. Сейчас, говорю, вот нам дороги нет даже до Луклы долететь. Ты понимаешь, говорю, может быть, все-таки, ну, не надо это делать? Вова говорит: Жамиля, я не верю во все это. Потом сам такой мне говорит: когда мы уже в Лукле сели и оттуда не могли вылететь, Вова говорит: что-то я уже начинаю, говорит, слушать твои, типа, эти слова. Я слушаю себя. Когда мне страшно, когда я понимаю, что не надо идти, я разворачиваюсь. Ну, на Конкагуа было, когда нас умер, да, наш друг, участник команды. У меня прям внутренне было изначально, я не хотела идти на штурм. Вот я изначально не хотела идти на штурм с ночи. У меня было такое же на Ханты-Ангре, когда я приехала и, поговорив со всеми, я понимала, что погоды не будет, что я не схожу с такими гидами, что я не хочу идти. У меня вот есть внутренняя какая-то интуиция, что я не хочу. У меня также было на Эвересте, когда я пропал последний огонек Элима, вот при первой попытке штурма. И когда я уже лежала на склоне, чтобы встегнуться в другую веревку, я от ветра ложилась. Я не нагиналась, я не присаживалась, я ложилась на склон. Мне нужно было выстегнуться и встегнуться в другую перилу. И когда я увидела впереди, что там кромешная тьма, что огоньков и Элима уже нету, я поняла, что мне нужно развернуться. Это страх. Вот он, какой-то внутренний страх, он приходит к тебе, и ты сама понимаешь, что нужно развернуться. Хотя до этого меня 5 раз пытались развернуть шерпы, а я все время продолжала. Я говорю: нет, идем, нет, идем. А вот на 6-й или там на 5-й, я уже не помню сколько, но они очень много раз, я поняла, что все, надо развернуться. Интуиция. А мифы, я в мифы как бы не особо верю, но у меня вот с Сашей была очень интересная история, вот с Куртом и с Сашей. И я поднимаю на вершину Курт в память о жертвах Голодомора. Ну и так как Курт — это молочный продукт, а молочные продукты — это моя работа, это случилось в Катманду. Мы уже сходили на вершину Эвереста. Мы там что-то первый день прилетели, там отметили, так все очень скромно, там с ребятами, с Вовой, там, с Настей, Саша, Илим. Вот, и Кадыр был, да. И я пришла в отель, легла спать. И у меня, знаете, такой флешбэк просто, что я занесла на вершину Курт, казахский Курт, который помог всем людям, да, всем вот этим узникам ГУЛАГа, всем переселенцам. Казахи помогали, да. А Саша, он немец, рожденный в Казахстане. То есть казахи когда-то помогли этим же Куртам, условно, его предкам. А он мне помог со второй попыткой, чтобы я занесла Курт на вершину. Не знаю, я вот рассказывала своему шефу, я говорю: вот скажите мне, это мистика или что? Вот где, как могла быть вот эта связь? Он говорит: это судьба. Это вот... Я встала, я включила свет, и я начала плакать. Прямо навзрыд. Но это же было в Катманду, я была одна. И я вот прям начала плакать.
Все, я опять плачу. Ну, потому что курт для меня это очень важно. Это про наше человеколюбие, это про нашу доброту. Когда говорят, что такое для тебя любовь к нации, любовь к своей стране, я говорю, ну вот когда я говорю про курт и я плачу, вот, наверное, это есть. Это любовь к своему народу, к своей стране, к самому себе. Да? Вот, довели меня до слез.